Привет, ребята! Сегодня мы приехали на встречу с друзьями, с которыми поедем во Вьетнам за приключениями. Поехали! Собрались мы с Жекой и Серегой махнуть во Вьетнам. Поездку назвали просто «Вьетнам 2025». Давно хотели, да все как-то не складывалось. А тут подумали, а чего ждать? Серега, как всегда, подошел основательно. Сумка новая, рубашка. Говорит, буду в брюках и в туфлях. Так, мол, местные с уважением относятся. Ну, посмотрим, лишь бы самому было удобно. А еще установил себе переводчик на телефон. Только работает он через раз. How much your fruit? Сколько у вас горло? How much your fruit? Ага, скажи, какие у вас фрукты? Пляжи, дайвинг, Клинперл. Все это, конечно, будет. Но главное сейчас следующее. Сидит сейчас мой приятель Влад в депортационном центре Сайгона. Или Хошимина по-новому. Арестовали его в прошлом сентябре. За все сразу. И просроченная виза, и документы где-то затерялись. Теперь сидит, ждет, когда кто-то доберется и передаст самое необходимое. Телефон, сигареты, чай. Ну а кто, если не мы? Для меня эта история почти штатная, а вот Серега впервые выезжает за пределы Казахстана. Хотел впечатлений – получит. А теперь скажите честно, вы бы решились на такое? Если да, то ставьте лайк. Если нет, напишите почему. Вот, ребята, и наша очередная точка маршрутная. Аэропорт Алматы. Медленно, но верно мы приближаемся к Вьетнаму. Впереди директор турагентства. Так, его машины все пропустили. Стоять, бояться. Пропускаем. Быстрее, быстрее. Ну все, путешествие Ничанг начинается. В общем, сегодня мы проверили свой лайфхак. Сегодня у нас был пауэрбанк 101 Вт. И нас не пустили. Изъяли под протокол. Будут хранить его бесплатно в течение 30 дней. В течение 30 дней мы можем его забрать. Не больше 100 Вт. Не больше 100 Вт, да. Вот мы и в аэропорту Алматы. Ждем посадку. Летим на Vietjet Air прямиком в Камрань. Еда у них вполне съедобная. Если пробовали, расскажите, как у вас проходил перелет с этой авиакомпанией. Кстати, вы знали, что эта авиакомпания умудрилась прогреметь на весь мир, устроив рейс с бортпроводницами в бикини? Вот тебе и лоукостер с огоньком. А Камрань, куда держим путь, вообще раньше был американской военной базой во времена вьетнамской заварушки. Теперь там туристов встречают, а не истребители. Наконец-то мы приземлились. Перелет был такой нелегкий. Самолет хоть и большой, но старый. Без мониторов, USB. Короче, было скучно. Ну-ка, ребята, поделитесь своими ощущениями после перелета. Кто как себя чувствует? Да пойдет терпимо. Спать хотелось. Хорошо, что это ночью летели. А что, Дети спали, все нормально. Только там с нами там какие-то рядом сидели, как дети себя вели. Смотри, ты с самолета вышел. Какие первые ощущения? Быстрее видеть все это паспортный контроль. Ой, не ругаются здесь, отличается атмосфера, воздух, температура чем-то Конечно, от только Казахстана? климат совсем другой. Все, пацаны начинают изучать. Да. Ну давайте посмотрим, что здесь у нас в аэропорту Камрань. Какие виды открываются. О, там горы. Все, мы приехали, Ригель, отель. Прилетели в Камрань, нас сразу погрузили в автобус. Кондиционер включили на максимум, чтобы никто по дороге в отель не расплавился. Привезли в отель Ригель в Ничанге. Нормальное место, все как надо. Спортзал, комната отдыха с бильярдом и даже библиотека. Не курорт, а почти культурный центр. В номере первым делом заметили кресло с грязными пятнами. Лайфхак. Все сразу снимайте на видео, чтобы потом не пришлось платить за то, чего не делали. А дальше нас ждал сюрприз. Дверь в ванну не закрывается. Вызвали персонал. Они пришли быстро и все починили. А у вас бывали проблемы с номерами во Вьетнаме? Но как оказалось, это всего лишь мелочи по сравнению с тем, что нас ждало дальше. Так, ребята, директор экскурсии Сергей Николаевич, да, по-моему? Он сейчас хочет провести с нами инструктаж по безопасности. Таблетки в аптеке покупал. Ага, это что такое? Подписала, продавец аптеки. Ну-ка. 2 капсулы сразу от поноса. Так, Короче, от поноса мы защитились дальше. Активированный уголь всем известен. Так, он от чего защищает? Но он тоже фильтрует, короче. Фильтрует базар? Базар фильтрует он. Так. И эти у нас порошки идут, короче, это именно от отравления, если не дай бог. Короче, Ну, Серега думаю, что нам не защитился. пригодится здесь из ничего, кроме активированного угля. Короче, ты пол аптеки из Актаса привез, да? Да, еще и у нас крема, это от загара. Слушай, а зачем тебе крем от загара? Ты приехал же загорать. Нет, Тебе я надо- не пришел загорать. Нет. Загорать я и дома могу. Погоди, тебе же надо для загара крем, нет? Нет, А ты дома так не загоришь, как здесь. Не надо. Почему? Не надо. Здесь Дома будешь- облазить, не хочу я. Ну все, ребята, мы под защитой опытного Сергея Николаевича. Правда, в первый же день друзья бахнули по горсти для профилактики, чтобы микробы не успели даже пикнуть. И следующие пару суток основное их турне прошло не по Ничангу, а по санузлам. После этого аптечку прикрыли, таблетки сложили обратно и решили, что профилактика шутка хорошая, но без фанатизма.
Первый выход в город. Сейчас у нас задача снять деньги с банкомата. Ага, потом снимаем деньги, идем кушаем, купаемся, пляж проверяем. Ну все, по ходу. Поехали. Найти банкомат оказалась задачкой не из простых. Погуляли по округе как следует. Первым встретился Вьеткомбанк ATM. Потом подвернулся Агрибанк. Но настоящим спасением стал BDV банк. Он аккуратно выдал деньги и вернул карту. За это лайкнули. И мне тоже поставьте. А вы, кстати, в каких банках деньги снимаете? Несмотря на первую удачу, задач навалилось сразу немало. Как добраться до Влада и отдать передачку? Где купить телефон, продукты, симку? А учитывая, что мы в чужой стране, где все это незнакомо, даже простые дела превращаются в небольшой квест. Еда – это вообще отдельная история в Азии. Тут тебе и омары, и лобстеры, и ракушки всех форм и размеров, наутилусы, синие крабы, даже крокодил на гриле. Экзотика на любой вкус и аппетит. А еще коктейли – фруктовые, ледяные, бодрящие. Отдельно стоит упомянуть фишку местных кафе. Коктейль из авокадо. Не просто вкусный, а еще и полезный. Богат клетчаткой и здоровыми жирами. Он мягко обволакивает слизистую и помогает пищеварению справиться с местной гастрономической кругосветкой. После остреньких морепродуктов самое то, чтобы желудок не взбунтовался. А вы пробовали это целебное снадобье? Понравилось или нет? Напишите в комментариях. Ну и какая Азия без моря, особенно во Вьетнаме. В Ничанге мы купаемся в Южно-Китайском море. Теплое, соленое, с бирюзовой водой, прямо как на картинке из турфирмы. А вот интересный факт. Это море считается одним из самых богатых на всякую морскую живность. Тут плавают тысячи видов рыб, моллюсков, кораллов и прочей подводной братьи. Так что когда плывете, знайте, вокруг жизнь кипит, просто ее не видно. А теперь пора подписаться, чтобы не пропустить обувной квест от Сереги. Под вечер нам принесли белье из прачки. За 2 килограмма взяли 80 тысяч донгов. Это где-то $3. Так что рекомендую. Стирать здесь выгодно. Все чистое, выглаженное, как с витрины. А потом настал важный момент. Серега решил купить себе вьетнамские тапки. Казалось бы, дело простое, но все пошло наперекосяк. Нашли кучу, все не то. В итоге вернулся в отель в тех же, в которых пришел. Правда, по дороге заскочили в одно любопытное местечко. Заглянули в кафешку, где подают угря, лягушку, осьминога и не только. До страуса, слава небесам, дело не дошло. После ужина нас ждал сюрприз. Прямо на стенах ресторана разрешили рисовать, писать и оставлять свои каракули. Арт-терапия в чистом виде. Здесь же купили у девушки милую статуэтку. Дело благородное. Выручили ее немного, заодно и сувенир остался. А вы покупаете что-нибудь у местных по доброте? Лайк, если да, добро возвращается. В общем, вечер получился насыщенный. Гастрономическое безумие, немного уличного искусства и капля доброго дела. Не каждый турист такой маршрут выдержит. Назад в отель Ригель решили ехать на велорикше втроем. Лайфхак. Если сильно не дышать и сложиться по диагонали, то влезть можно. Сначала рикша бодро согласился везти за 200 тысяч донгов, но в конце поездки начал клянчить еще. Мол, тяжело, жарко, вострое. Мы вежливо отказались добавлять, и он, кажется, слегка обиделся. Ну, что поделать, договор есть договор. Зато день был отличный. Море, еда, приключения и даже немного искусства. Все как надо. А вы не забудьте подписаться. Так, сегодня второй день начинается. Вот такой вид, еще раз наслаждаюсь таким видом четким. Планы на сегодня не менее грандиозные. Встретиться с отельным гидом, купить пауэрбанк и пару полезных мелочей. Но самое интересное оставим на десерт. Не переключайтесь, дальше будет еще веселее. Но сначала нужно позавтракать. В отеле Ригель завтрак по системе все включено. Тут тебе и свиная каша, и смешанный суп, и сладкий картофель на пару. Да-да, так и написано. А дальше сам гадай, что и к чему. Какие блюда только не подают. А сразу после завтрака случилась магия маркетинга. Нам продали экскурсию бесплатную за 15 баксов. Да, бывает и так. Обещали обед, красивые места и культурную программу. Но что-то, как водится, пошло не совсем по плану. Об этом расскажем в следующий раз. Подпишитесь, чтобы не пропустить. А сейчас, ребята, еще один неожиданный, но дельный лайфхак. Как снять деньги во Вьетнаме, не потеряв ни нервов, ни весь бюджет. Берите курс прямиком в MB ATM. Там, во-первых, прохладно, кондиционер дует, а во-вторых, комиссия вполне по-божески, не как в других банкоматах. Так что, если вдруг понадобится, знаете, куда идти. А теперь по плану шопинг. Зашли в Винком Плаза за пауэрбанком, но не тут-то было. Пока искали технику, нас как-то незаметно угостили кофе. Ароматный, крепкий, бодрит. В итоге ушли не с зарядкой, а с 3 упаковками Молотова. Вот это я понимаю маркетинг в действии. Дальше по дороге на рынок наткнулись на лангустов. Готовят их тут также, на месте, прямо на ваших глазах. Ценник 350 тысяч донгов за штуку. Но стоит только сделать шаг назад и вдогонку летит. Давай за 300. Предложение заманчивое, но пока воздержимся. Не мог пройти мимо тростникового сока. Ну как тут удержаться? Серега обязан заценить эту азиатскую вкусняшку. Готовят ее везде по-разному. В Индии добавляют имбирь, лимон и щепотку черной соли. А во Вьетнаме чаще всего лайм и мяту. Иногда еще подмешивают маракуйю или ланган. Освежает знатно. Лучше всякой газировки. А вы пробовали? Как вам? Напишите в комментариях. Что, пойдет? Да, это вкусно, я скажу. Это Вкусно? Сладко, вкусно.
Дальше наш путь лежал на рынок Чодам, тот еще лабиринт. Тут, честно говоря, проще потеряться, чем что-то купить. Ассортимент от тапок до чемоданов с моторчиком. Мы взяли пауэрбанк за 350 тысяч донгов, пляжную рубаху за 100 тысяч донгов, кепку за 200 тысяч, а главное дудку. Сторговались за 100. И скажу вам, Серега играет как музыкант со стажем. Будто всю жизнь на сцене провел. Если улыбнетесь, жмите лайк, ему будет приятно. А барабан есть? Бам-бам-бам-бам-бам. Есть? Хэв? Ну и какой Вьетнам без супа фобо? Тут тебе и моллюски, и омлет с креветками, и осьминожки, и соусов на любой вкус. Хоть каждый день пробуй новый. Ужин получился на славу, вкусно, сытно, по-вьетнамски. А после вечернее купание, бодрящее, как 2 литра тростникового сока. И финальный аккорд дня. Поднялись туда, где голова идет кругом. Виды, как с открытки. Музыка качает, а атмосфера, ребята, просто огонь. Это, ребята, Skylight. Не просто бар, а смотровая площадка на крыше отеля Гавана Ничанг. Прямо в центре города. Чтобы попасть туда, нужно войти в отель, подняться на 43 этаж, заплатить около 200 тысяч донгов, это чуть меньше 8 баксов. И вуаля, мы над Ничангом. Сам отель, кстати, не из простых. Звезд у него как на небе. Внутри бассейны, рестораны, а номера с видом на море. Ну а Skylight – вишенка на торте. Музыка, коктейли, закат и ветер в лицо. Настоящая Азия, только на высоте. И это мы только разгоняемся. В следующих выпусках расскажем, почему не стоит платить за обзорную экскурсию, как добраться до депортационного центра в Хошимине, где и как снять байк, купить телефон и симку без переплат. А еще продолжим наше путешествие по Вьетнаму. Будет жарко, весело и честно. Подпишитесь на Хроники Кочевника, жмите лайк и до встречи в следующей серии.